Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ. Пожалуйста, я вам ее представил. Да, в отличной форме. ありがとうございます。元気ですね。 Спасибо большое. Она очень 改め действительно て今回 бодрая. は非常にお忙しい中、日本テレビと Еще раз 読売 хотел 新聞 вас 社の поблагодарить за インタビュー то, что, に答えていただきました。 несмотря на вашу занятость, вы нашли время встретиться с газетой Юмиури и японским 私たちは телевидением. 犬を秋田犬をですね。 Это Юме, собачка из Акита. Мы очень рады видеть ее в бодром виде. Мы немножко испугались и даже удивились, что с самого начала будет у нас такая встреча. Правильно испугались, потому что она строгая собака. Ну, очень много народу здесь, видите, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат. Ну, и она так выполняет охранные функции. いつも大統領はああいう形で守って。 Я думаю, что всегда она вас так вот защищает. Да, так оно и есть. 今回は大統領として4回目の Это будет ваш четвертый визит в Японию в качестве президента. お忙しいと。 Мы видим, что вы очень заняты. Я в последний раз в качестве президента был, по-моему, 11 лет назад. Но потом, правда, приезжал в качестве председателя правительства России. Но с премьер-министром Абе у нас очень частые контакты, мы несколько раз уже виделись в этом году. で今回は安倍総理大臣のふるさとの山口県 В で этот раз вы будете встречаться и проводить беседы на высшем уровне в его родной префектуре Ямагучи. Как вы, с чего вы ожидаете от этой встречи? Я вообще с большим интересом к Японии отношусь. Это общеизвестно. К истории, к культуре Японии. Поэтому мне, конечно, было бы интересно посмотреть, расширить свои знания о Японии. Я был в Токио, был еще в паре городов, но в этой префектуре не был никогда. И мне просто интересно, как это выглядит, чего там есть интересного. Я уверен, что премьер мне подробно обо всем расскажет. 温泉もありますけど、温泉を Там есть и горячие источники. Вы любите горячие источники? Как-то я об этом не думал, но в принципе это интересно, конечно. 実は大統領は日本では柔道家としても非常にすでに有名に。 Мы также знаем, что вы очень известны в Японии как дзюдоист. И мы видели ваши выступления, как вы показывали свою технику в японском кодокане. ちょっと柔道の話を触りにさせていただきます。 Позвольте мне коснуться немножко дзюдо. もう尊敬をしている山下康弘さん。 Вы хорошо знаете и уважаете господина Ямасита, известного мастера. И мы с ним вместе провели интервью. Посмотрите вот видеозапись. Мы не только спортсмены, мы часто еще общаемся, встречаемся. Президент удивительный человек. И когда мы с ним говорим, он совершенно, как всегда, вот такой, как я его раньше знаю. Есть, конечно, какие-то моменты такие некоторого холодного отношения, но в целом очень у нас теплые, хорошие разговоры. Конечно, он прежде всего преследует интересы России. Но для Японии он тоже, наверное, что-то хочет сделать. Как вам нравится это? Да, мне очень приятно это слышать. Господин Ямаси — это действительно признанный мастер не только в Японии, но и во всем мире, поэтому в известном смысле он и для меня пример великолепного спортсмена и очень хорошего человека. Дзюдо — это часть японской культуры уже, давно стало такой частью.
И не случайно, мне кажется, этот вид спорта появился именно в Японии со всеми его, со всем его не только спортивным, но и философским содержанием. Поэтому вот это уважение к партнеру, уважение к старшему, как к тренеру прежде всего, это очень, очень важно и дает хороший, позитивный такой очень заряд в отношениях с людьми и в других сферах, не только в спорте. И я очень доволен, что судьба сложилась именно таким образом, что еще в детстве я занялся этим замечательным видом спорта. Это, безусловно, то, что называется первая любовь. Я люблю заниматься и другими видами спорта, и нагорными лыжами, и плавать люблю, и вот сейчас учусь играть в хоккей на льду с шайбой. Но дзюдо — это, безусловно, часть моей жизни, очень большая часть. И я очень доволен, что именно с этого начались мои занятия спортом, такие регулярные и серьезные. Так что из-за этого я тоже Японии очень благодарен. В 2000 году в Ходокане вы, по-моему, тогда бывали. А вы будете посещать в этот раз? Я, честно говоря, даже не знаю, входит ли это в программу визита. Но если время будет, с удовольствием бы заехал в Ходокан. Ходокан — это для любого человека, который увлекается дзюдо, любит дзюдо, это особое место. Ходокан в значительной степени законодатель мод в этом виде спорта. Из этой школы вышли выдающиеся мастера. И это в известной степени для дзюдоистов это Мекка. Конечно, если время будет, с удовольствием заеду. 後ほどまたもう一度大統領の人間像に迫る質問もさせていただきたいと思います。 Мы очень надеемся, что еще будут такие возможности у вас. 間もなく15日には Вот уже скоро вы, 15 декабря, вы прибудете в префектуру Ямагучи и будете вести переговоры с премьером. Это будет 4-я встреча на высшем уровне в этом году. И тем более это будут родные места господина Абе. Я думаю, что вот такой формат встречи имеет очень глубокое значение. И мы очень большие надежды на это. Как вы на это смотрите? Мне кажется, что встречи на высшем уровне вообще, в относительно неформальной обстановке всегда полезны. И есть основания ожидать, что мы продвинемся в решении тех вопросов, над которыми будем работать. Вот я помню свое самое первое знакомство с Японией. Я работал еще в Петербурге и был заместителем мэра. Вдруг неожиданно генеральный консул Японии в Петербурге пришел ко мне в кабинет и сказал, что Министерство иностранных дел Японии хочет пригласить меня в Японию. Я очень удивился, потому что к Японии не имел никакого отношения, кроме того, что занимался борьбой дзюдо. И вот тогда была возможность съездить и в Токио, и в пару других городов. И, вы знаете, столица везде столица. Официоз, определенный протокол. В провинции всегда легче разговаривается, легче складываются разговоры. Так что я надеюсь, что в родных местах господина премьер-министра обстановка будет такая, которая настроит нас на откровенный, очень предметный и, надеюсь, результативный разговор. В этом году исполняется 60 лет подписания совместной декларации, которую тогда подписывал между Японией и Советским Союзом наш премьер Хатояма. Это своеобразный памятный год для нас. То есть это важный год,
И японский народ 期待もしているわけです。 в этот год, конечно, ждет чего-то особого. してもよろしいんでしょうか。 Как вы думаете, может он ждать этого чего-то особого? Вы знаете, ведь вы сейчас вспомнили про 60 лет и подписание декларации. И, кстати говоря, это 60 лет восстановления дипломатических отношений. Но отношения между Японией и Россией имеют гораздо более глубокие корни. Мы в целом имеем дипломатические отношения в течение 150 лет. Это уже более чем 150 лет. Поэтому, мне кажется, нам не нужно вот такой экскурс делать только на 60 лет. Надо посмотреть глубже в века. Может быть, это даст нам возможность посмотреть на более отдаленную перспективу в будущем. Что касается этих 60 лет, то и вообще за эту историю, за эту более чем вековую историю у нас были разные отношения. Были и трагические страницы нашей истории, но начиная вот с 1956 года, когда мы восстановили дипотношения, у нас, к сожалению, до сих пор нет такой базовой основы, на которой мы могли бы строить отношения, соответствующие нашим желаниям и соответствующие тому, что востребовано на сегодняшний день в плане двустороннего взаимодействия. Мы в мире, в регионе Дальнего Востока, мы естественные партнеры. Но отсутствие мирного договора не дает нам возможности многопланово и многосторонне развивать наши отношения. Поэтому мы, разумеется, будем стремиться к заключению этого договора. Мы хотим полной нормализации отношений. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией – это анахронизм, доставшийся из прошлого, и этот анахронизм должен быть устранен. Но как это сделать? Это вопрос сложный. Вы вспомнили про декларацию 1956 года, и в декларации были прописаны правила, которые подлежали исполнению с обеих сторон и которые должны были быть положены в основу заключения мирного договора. И там, если вы помните, если вы посмотрите внимательно текст этой декларации, написано, что мы сначала заключаем мирный договор, потом вступает в действие декларация, и 2 острова передаются Японии. Не сказано, на каких условиях передаются, под чьим суверенитетом это остается. Но, тем не менее, вот такой документ был подписан, но он был не только подписан, он был ратифицирован как Верховным Советом СССР, то есть парламентом тогда Советского Союза, так и парламентом Японии. Но после этого японская сторона заявила о том, что она эту декларацию выполнять не будет. А позднее и Советский Союз тоже заявил о том, что декларация не может быть исполнена в одностороннем порядке, только Советским Союзом. Но в 2000 году тогдашний премьер Японии обратился ко мне с просьбой вернуться к этому процессу, к этому разговору, к этим переговорам. Кстати говоря, на основе декларации 1956 года. Я согласился. Вот с тех пор мы ведем диалог на этот счет. Но не могу сказать, что наши японские партнеры и друзья остаются как раз в рамках этой декларации 1956 года. Но, мне кажется, предвосхищать наши переговоры с господином премьер-министром слишком рано, но мы, разумеется, рассчитываем на то, что будем двигаться вперед. Вы правильно так, я понял, что вы так говорите. Конечно, совместная декларация является основа наших отношений, это понятно. А вот потом, включая 2000 год,
Вы с очень многими премьер-министрами обсуждали эти вопросы. И премьер-министр Абе. И он считает, что необходимо заключать мирный договор на основе решения принадлежности 4 островов. И вот в течение этого года вы очень энергично вели переговоры на эту тему. И в Нью-Йорке, начиная с прошлогодней встречи в Нью-Йорке, и в этом году уже в Сочи, потом в Владивостоке и в Лиме. И вы только один на один много вели переговоры. И очень большое время уделили этой вопросу. И очень энергично проводили эти вопросы. И сейчас, в настоящее время, вот это переговоры на высшем уровне тоже, наверное, будут как-то вести к тому, чтобы приблизиться к заключению мирного договора. Конечно, мы будем к этому стремиться. Конечно, будем стремиться именно к такому результату. Но вы вспомнили сейчас про соглашение 1956 года, а я напомнил, что практически по инициативе Японии эти переговоры были позднее прекращены. И по просьбе моих японских коллег в 2000 году мы вернулись к обсуждению возможности заключения мирного договора на основе соглашения 1956 года. Но в соглашении 1956 года говорится о 2 островах. А вы сейчас сами сказали о том, что премьер-министр ставит вопрос о 4 островах. Значит, мы уже вышли за рамки соглашения 1956 года. Это совсем другая ситуация и другая постановка вопроса. Я думаю, что это не секрет. Я очень люблю Японию, японскую культуру, спорт, в том числе дзюдо. Но ничего обидного не скажу, если отмечу, что Россию я люблю еще больше. И вести переговоры и господин премьер-министр, и я будем, исходя из наших национальных интересов, из интересов России, из интересов Японии. Мы должны найти компромисс. Мы должны понимать, что результаты той ужасной трагедии XX века, которая является Вторая мировая война, закреплены в соответствующих международных документах. И это очень тонкая вещь, как отрегулировать все спорные вопросы, не разрушая всего фундамента международно-правовой базы, возникшей в результате Второй мировой войны. Поэтому, еще раз хочу сказать, мы не можем предвосхищать хода и тем более результатов наших переговоров. Все, о чем мы говорим, досталось нам от событий, в результате событий 70-летней давности. Так или иначе, в течение этих 70 лет мы вели какой-то диалог на этот счет, в том числе насчет заключения мирного договора. Но очень бы хотелось, чтобы в ходе моей поездки в родные места господина премьер-министра мы вдруг достигли ясного понимания, как мы можем эту проблему решить. Если это произойдет, мы будем очень рады. Есть ли шансы? Ну, наверное, шансы всегда есть, иначе нечего разговаривать. Насколько они велики, мне сейчас трудно сказать, потому что это будет зависеть в том числе от гибкости наших партнеров. Я не политик, и я не дипломат, и я, конечно, не участник переговоров. Но, как гражданин Японии, один из граждан Японии, как простой гражданин, мне кажется, что вот именно этот момент, который сейчас мы переживаем, то есть вот это вот 60-летие этой декларации,
И ваша позиция внутри страны, внутри России, ваша поддержка более 80% россиян, которая вам оказывается, и более того, условие того, что сейчас правительство Абе тоже пользуется большой поддержкой в Японии, тоже этот фактор есть. Его поддерживает более 50%. Это достаточно большая цифра для Японии по опросам. Вот с учетом всего этого, и в особенности с учетом момента, который сейчас складывается, да еще плюс вот эти третьи, что ли, получается, условия, да? Условия того, чтобы решение было понято народами. Во всяком случае, если посмотреть на вопросы, которые проводятся в Японии, то раньше наблюдавшаяся закономерность о том, что должны быть возвращены непременно именно 4 острова. Сейчас эта тенденция ослабла, и больше людей высказываются за то, что может быть возвращено и 2 острова. То есть это новое отношение японского населения. Мне кажется, все эти условия, и время, и поддержка населения, и мнение поддержка определенного решения. Мне кажется, все это указывает на то, что мы имеем нужные условия для решения этой проблемы именно сейчас. Я, как человек СМИ, вынужден, я только могу так это все интерпретировать. Если столько условий сложилось вместе, конечно, хочется ожидать того, что эта сложная ситуация, которая сейчас, я понимаю, из ваших слов пока еще имеется, чтобы она как-то была преодолена. Ну да. Вы заметили совершенно точно, и у господина премьер-министра, и у меня здесь на родине достаточно большой уровень доверия со стороны наших граждан. Но я лично для себя это трактую так, что я не имею права злоупотреблять этим доверием. И любое решение, которое будет найдено, должно соответствовать национальным интересам Российской Федерации. Но в наши интересы, в интересы Российской Федерации, входит не в последнюю очередь нормализация отношений с Японией. Вот весь комплекс, который будет предложен для решения, весь комплекс, связанный с нормализацией наших отношений, с тем, что за этим последует, за этой нормализацией, это целый большой набор вопросов, которые должны быть обсуждены и по которым должны быть приняты решения. Причем это решение должно быть практического характера. Ведь мы, допустим, с господином премьер-министром много говорили, и очень правильно, я считаю, говорили о создании атмосферы доверия, дружбы между двумя странами и народами. На почву вот этого доверия должны ложиться и наши договоренности по подготовке и созданию условий для подготовки мирного договора. Это, например, может быть достигнуто в результате масштабной совместной экономической деятельности, в том числе на Южно-Курильских островах. Это может быть достигнуто в результате решения вопросов чисто гуманитарного характера, например, беспрепятственной, безвизовых поездок бывших жителей Южно-Курильских островов к местам своего прежнего проживания, посещения кладбищ, своих родных мест и так далее. Вот это целый большой комплекс, который мы должны обсудить и по каждому из них принять решение. Но вот смотрите, мы ведь не отказывались после возобновления переговорного процесса в 2000 году о том, чтобы последовательно вести дело к заключению этого мирного договора. Но в какой-то момент, несколько лет назад, Япония в одностороннем порядке сама прекратила эти переговоры и отказалась от контактов с нами. Это же не мы отказались от контактов с Японией. Японская сторона отказалась от контактов с нами. Первое. Второе. Япония присоединилась к санкциям против Российской Федерации. Как мы будем развивать дальше экономические отношения на новой, гораздо более высокой базе, на более высоком уровне при наличии санкционного режима? Вот я сейчас не хочу давать оценок тому, что
могла или должна была сделать Япония. Это вообще не мое дело, это дело японского руководства. Но мы должны понять, насколько все наши договоренности в комплексе, насколько они исполнимы в рамках тех союзнических обязательств, которые взяла на себя Япония. Насколько велика степень самостоятельности в принятии этих решений, на что мы можем рассчитывать, к чему можем прийти в конце концов. Это все не очень непростые вопросы, и даже несмотря на те абсолютно очевидные позитивные предпосылки, о которых вы сейчас упомянули, а они действительно есть. Можно ли на 100% сказать, что мы вот прямо сейчас достигнем окончательной договоренности? Не знаю. Это еще вопрос, который требует очень серьезного обсуждения. Хотя, повторяю еще раз, мы искренне стремимся к этому результату. 日本はやはりG7 の枠の中にあります。その中にあって安倍総理は首相は、かなりプーチン大統領との、話し合いを進めようと。Премьер Абе все время настаивает на том, что надо развивать диалог с господином Путиным. Ну вот, например, вы как сказали сейчас, свободные поездки, бывшие японские жители островов, чтобы могли посещать, или экономические деятели, бизнесмены, чтобы сделать сами вот эти связи более свободными. И на этой основе, может быть, развивать совместную деятельность хозяйственную. И это, конечно, будет связано с движением в сторону заключения мирного договора. Да, да. А вот что касается решения гуманитарных вопросов, это была инициатива господина премьер-министра. Он поднял этот вопрос на нашей последней встрече в Лиме и прямо меня спросил, не будем ли мы согласны со свободным доступом граждан Японии в безвизовом режиме решить вопрос так, чтобы они без виз могли посещать Южно-Курильские острова, посещать свои родные места. Я сразу сказал, что да, это вполне возможно. Надо только, чтобы МИДы, Министерство иностранных дел между собой решили чисто технические вопросы. Никаких политических ограничений я здесь не вижу. То же самое касается и вопросов экономического характера. Мы-то готовы, но я еще раз хочу повторить, в условиях, когда Япония присоединилась к санкциям против России, насколько Япония готова и в состоянии это сделать, не нарушая своих союзнических обязательств, мы не можем дать на это ответа. На это ответ может только дать сама Япония. Но мы должны это понять для себя точно, ясно представлять и иметь какие-то гарантии и сейчас, и на будущее. Вот смотрите, мы из другого региона приведу вам пример. Мы договаривались о строительстве газотранспортной системы по дну Черного моря в Болгарию. Заключили определенные договоры технического характера, контракты на прокладку газовой системы. А потом Болгария создала такие условия, которые не позволили реализовать этот проект. Явно в ущерб своим национальным интересам. И, собственно, прежнее болгарское руководство это и осознавало, и признавало. Но мы им поверили когда-то, начали проект, в конце концов, когда выяснилось, что Болгария отказывается от этого проекта, не дает нам возможности его реализовать, мы вынуждены были тоже отказаться и понесли многомиллионные, несколько сот миллионов долларов убытки. Вот мы не хотим попадать вот в такие ситуации. Я сейчас не хочу говорить о нашем сотрудничестве с Японией. Там у нас, слава богу, таких проблем не возникало, но не хочется, чтобы они возникли в будущем. Поэтому здесь все должно быть заранее посчитано, обо всем мы должны заранее договориться, и не просто договориться, а закрепить эти договоренности в таких юридически обязывающих документах, которые были бы гарантией исполнения взаимных обязательств. Когда-то вы сами
указывали на то, что надо использовать дух дзюдо для того, чтобы достичь решения вопроса по территориальной вот проблеме. Если сейчас вернуться к этой аналогии, то матч еще продолжается, да? То есть, допустим, в олимпийских правилах есть какие-то ограничения, что вот 5 минут, например, можно бороться только. Мы сейчас на каком периоде матча, на каком периоде сета находимся? Или мы уже вышли за дополнительное время? Нет, вот смотрите, я же говорил уже, мы вели переговоры, а потом японская сторона в одностороннем порядке эти переговоры приостановила. Теперь, по просьбе японских наших партнеров, мы опять вернулись к этим переговорам. Какая команда подается в этом случае в дзюдо? Вы знаете лучше меня, наверное. Йоши. Продолжайте. Вот мы будем продолжать. Тогда получается, что это вот команда, это совпадает с волей двух сторон, да, чтобы продолжать. И то есть какой-то остается еще путь, который не пройден, и мы не пройден до завершения матча, и мы пока не можем сказать, сколько этого пути нам осталось. Вы так представляете себе дело, да? Да, я думаю, что сегодня очень много вопросов, которые подлежат профессиональному анализу по линии самых различных ведомств, по линии политических ведомств, Министерства иностранных дел, по линии экономических ведомств, по линии ведомств, которые занимаются вопросами безопасности. Нам нужно все просчитать и все понять, о чем мы можем договориться и какие будут последствия, как для Японии, так и для России, с тем, чтобы и российский народ, и японский народ пришли к выводу, что эти компромиссы приемлемы и соответствуют интересам наших стран. Сейчас эта проблема в Японии, в России считается, что это единственная проблема, которая мешает. Других нет территориальных проблем у России, кроме как вот этой проблемы с Японией. Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать. Но, как мы понимаем, на высоком уровне разговор продолжается, и какой-то новый подход ищется. Вот японский премьер-министр говорит о новом подходе, что нужен новый подход, что надо... И в этом плане уже в определенной степени продвигается разговор. Есть продвижение, мы так из себя это понимаем, мы так представляем. Как вы... когда мы слышим ваш разговор, вроде получается не совсем так. То есть такого продвижения еще пока нету. У меня такое впечатление возникло. Это не ошибаюсь я? И да, и нет. Продвижение есть в том смысле, что господин премьер-министр предложил, наметил направление движения к достижению мирного договора и к решению вопросов, связанных с территориальными проблемами. А что он предложил? Он предложил создать обстановку доверия и сотрудничества. Я думаю, что по-другому вряд ли себе даже можно представить, что мы можем выйти на заключение этих документов, подписание этих документов, о которых мы говорим, без того, чтобы доверять друг другу и сотрудничать. Это просто невозможно себе даже представить. Поэтому мы с этим согласны. И в этом смысле продвижение вперед, безусловно, есть. Ну, например, господин премьер-министр предложил выйти на новый уровень экономического взаимодействия, предложив 8 направлений сотрудничества в самых важных, интересных и для нас, и для Японии областях взаимодействия. Он же, господин премьер-министр, обратил внимание на необходимость решения вопросов гуманитарного характера. Ну вот об одном из этих вопросов мы уже упоминали. Безвизовое посещение гражданами Японии вот этих Южно-Курильских островов. Есть и другие направления. Ну, например, скажем, область культуры.
чрезвычайно важная вещь. Вот мы все время возвращаемся к спорту, к дзюдо, ну, потому что я этим занимаюсь, да? Но ведь кроме этого есть еще и сфера культуры. Каждый год практически в Японии проходят те или иные мероприятия, связанные с Россией. Вот в следующем году мы собираемся провести там целую серию мероприятий, которые хотим назвать «Русские сезоны». Свыше 40 различных мероприятий, причем думаем делать это в разных городах. Интерес к японской культуре в России не меньше, чем в Японии к русской. Я вас уверяю, мы просто с большим уважением и интересом относимся к истории, к Японии, истории японского народа, к культуре такой самобытной. У нас огромный интерес в России это вызывает. Вот все вот это вместе, если все это мы будем делать, реализовывать, можно поговорить и нужно говорить о совместных усилиях в направлении обеспечения международной безопасности. И не только в регионе Дальнего Востока. Разве нас не беспокоит расширение увеличение опасности, связанной с распространением оружия массового уничтожения, ракетных технологий, например. Это все представляет определенную угрозу для мира, для региона. Но у нас есть совершенно очевидные точки соприкосновения, которые касаются наших интересов. Вот если мы будем действовать по всем этим направлениям, мы создадим как раз условия, те самые условия доверия, о которых говорит господин Абе, для того, чтобы сделать еще один шаг, заключить мирный договор на определенных условиях. Но нужно сначала эту часть пройти, а потом уже договориться и об условиях заключения мирного договора. И то, и другое это непростые задачи, но они достижимы. Эти цели достижимы, а задачи решаемы. Господин президент, вот этот план, который вы сейчас упомянули, план господина Абе, состоящий из 8 пунктов, это вы сейчас сами сказали, что это действительно, наверное, единственный реалистичный путь, вот такого рода сотрудничества, да, путь к решению проблем. То есть, считаете ли вы этот план, его реализацию одним из важнейших условий достижения соглашения по мирному договору? Вы знаете, это не условие, это создание необходимой атмосферы. Вот мы с Китайской Народной Республикой, с нашими друзьями в Китае, вели переговоры по пограничным вопросам 40 лет. 40 лет. И там тоже были вопросы, связанные с определенными территориями. Значит, мы сегодня характеризуем российско-китайские отношения как отношения стратегического партнерства, причем даже особого стратегического партнерства. У нас никогда не было такого уровня доверия с Китайской Народной Республикой, как сейчас. Китай самый крупный наш торгово-экономический партнер в страновом измерении. Мы осуществляем огромные, многомиллиардные совместные проекты. Мы вместе работаем не только в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что естественно, поскольку и Китай, и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, но и в таких региональных структурах, как Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, это же глобальная организация, и так далее, и так далее. Сейчас мы говорим о том, чтобы между созданной нами недавно на постсоветском пространстве организации Евразийского экономического союза мы сейчас ведем речь о том, чтобы заключить с Китаем соглашение о свободной торговле, так как мы это сделали недавно совсем с Вьетнамом. А дальше будем сопрягать, во всяком случае мы готовы к этому, китайскую идею экономического пояса шелкового пути с вновь созданной нашей региональной организацией. То есть, понимаете, насколько многообразны, многовекторны и глубоки стали за последние пару десятков лет российско-китайские отношения. И мы решили вопрос по пограничным вопросам.
Это не вызвало никаких больших проблем, если сказать, вообще были какие-нибудь или нет, ни в Китае, ни в России. Хотя мы тоже пошли на взаимные уступки, на какие-то компромиссы. Но это компромиссы между дружескими странами. Мне кажется, что достичь компромиссов подобного рода на другой основе практически невозможно. И то, что предложил господин Аббе, это, на мой взгляд, может быть, даже единственный путь достижения цели, к которой мы все стремимся. Вы говорите о решении проблем по границе с Китаем и очень высокий уровень доверия с Китаем. Но с Японией отношения такого уровня не достигают. Вы это имеете в виду? Послушайте, я же только что говорил, вы сами об этом знаете. У нас с Китаем самый высокий двусторонний оборот, и мы все больше и больше либерализуем наши торговые отношения. А Япония ввела против нас санкции экономические. Вы понимаете разницу или нет? Почему? Значит, в результате событий на Украине или в Сирии, где Япония и японо-российские отношения, где Сирия и события на Украине. Значит, есть какие-то обязательства союзнической Японии. Мы относимся к этому с уважением. Но нам нужно понять степень свободы Японии. И на что Япония сама готова пойти. Вот надо с этим разобраться. Это вопросы не второстепенного характера. В зависимости от того, что мы будем планировать как базу для, в конечном итоге, подписания мирного соглашения. Вот разница между тем, что мы имеем сейчас в российско-японских и российско-китайских, скажем, отношениях. Я здесь не хочу ничего противопоставлять, просто вы меня сами спросили об этом, о том, о чем идет речь. Вот об этом речь идет о том, чтобы создать атмосферу доверия. Господин президент, вот вы еще упомянули о комплексном пакете мер, который необходим нам. Одним из таких направлений, вы тоже об этом уже упомянули, могла бы стать совместная экономическая деятельность. Мне тоже так представляется. Вот в отношении этой совместной экономической деятельности, как вы себе представляете ее? Ну, например, один из вариантов — это, может быть, на всех 4 островах, о которых вот идет речь, или, например, на части из 4 островов. Допустим, там будет создана какая-то экономическая особая зона. И вот там могло бы осуществляться такое взаимодействие. Вот какой у вас в голове образ этого экономического сотрудничества имеется, когда вы о нем говорите? Вы знаете, во-первых, на мой взгляд, нам нужно в широком смысле улучшать наши торгово-экономические связи. За последние 2 года они, к сожалению, очень потеряли в объемах товарооборота между Россией и Японией. И нужно сделать все для того, чтобы восстановить прежний уровень, хотя бы восстановить, и увеличить его, двигаться дальше. Мы, как я уже говорил, естественные партнеры, потому что, разумеется, без греха таить, мы заинтересованы в участии Японии, скажем, в развитии российского Дальнего Востока в целом, в получении технологий. И примеры хорошие есть, скажем, в автопроме есть хорошие очень примеры, в других отраслях. В сельское хозяйство японцы приходят с удовольствием. Надеемся, кстати говоря, что Япония откроет свои рынки для экологически чистой мясной продукции российского производства. У нас много интересных направлений в энергетике. 9% нефти и газа, потребляемого Японией, ваша страна получает из России. И есть еще перспективы развития. Сахалин-1, Сахалин-2 работают активно. 70, даже больше, 75%, по-моему, всего продукта, производимого на этих заводах, направляется в Японию по долгосрочным контрактам. Есть планы строительства 3-го завода. Сейчас реализуются планы участия японских партнеров на севере России, на полуострове Ямал. У нас есть над чем работать, и это перспективно, масштабно. Что касается островов на Южно-Курильской гряды, то здесь разные варианты возможны.
Мы готовы рассмотреть совместную работу и на одном острове, и на двух, и на трех, и на четырех. Важны условия, но условия должны быть максимально либеральными. Об этом говорит премьер-министр Абе, и я с ним согласен. А какое будет юридическое оформление этой деятельности? Это будет российская зона или японская, или какая-то совместная? Как организовать юридическую базу этого? Есть же несколько каких-то способов и вариантов. Как вы сами думаете, что вы думаете об этом? Я думаю, что японцы очень творческий и очень умный народ. Вот вы сейчас продемонстрировали как раз блестящий пример такого подхода к дискуссии. Поставили вопрос о том, что хозяйственная деятельность может развиваться на островах, суверенитет над которыми будет осуществлять Япония. Но если будет это так с первого шага, то тогда второго шага не нужно, потому что вопрос можно считать закрытым. Мы так не договаривались. Мы договаривались сначала решать вопросы политического характера принципиально, а потом уже решать вопрос, там, скажем, о заключении мирного договора. Или то и другое вместе, но при понимании того, что автоматически, только нарисовав планы возможного совместного сотрудничества, мы не можем и просто не в состоянии будем решать вопросы, связанные с заключением мирного договора и с его основой, решением вопросов территориального характера. Поэтому это предмет очень тщательных, взвешенных и предметных профессиональных переговоров. С позиции японца могу сказать, что, конечно, в совместной деятельности есть плюсы для Японии, очевидные. И, допустим, сделав какие-то продвижения на этом треке, наверное, имело бы смысл как-то продвинуться в решении нам интересной проблемы с территорией. Это, я думаю, что такие надежды, такие ожидания есть у многих японцев. Вы, господин президент, сами тоже говорили о том, что Декларация 1956 года — это единственный законодательно оформленный документ между двумя странами, где указывается путь к решению проблем, к решению нашей проблемы. И там написано, что действительно Шикотан и Хабамай будут переданы Японии впоследствии. И в отношении как раз вот передачи, в отношении смысла, определения, дефиниции вот этой передачи, да, то вы как раз сейчас нам сказали, что есть разные трактовки здесь, могут быть трактовки в отношении того, под чьим суверенитетом это может производиться. И я думаю, что если совместная деятельность принесет свои плоды, да, если это получится, то в какой степени могла бы тогда быть решена проблема, вот именно как оформить передачу, то есть под чьим суверенитетом могли бы быть переданы эти острова, например? Сейчас об этом рано говорить. Вы все время ссылаетесь на декларацию 1956 года. Но Япония же отказалась исполнять эту декларацию. Понимаете, если премьер-министр, если кабинет министров Японии вернется именно к такой формулировке, тогда мы будем обсуждать. Если вы внимательно посмотрите декларацию, там есть статья 9, то вы увидите, что там говорится о передаче, но не написано, под какой суверенитет, не написано, на каких условиях. Там очень много вопросов. Даже в рамках декларации 1956 года еще нужно много-много работать. А если японские партнеры выходят за рамки декларации 1956 года, то это вообще отдельная тема. Но для того, чтобы подойти к решению таких острых и давно назревших вопросов, я бы согласился с премьер-министром, нужно создать атмосферу доверия, дружбы и сотрудничества между нашими странами. И мне кажется, что начать нужно именно с этого.
日本との関係において、Касаясь 4 островов, премьер-министр Абе この10年で、говорит, что, может 相 быть, 当の回数お会いになって、で名前で呼び合う関係にあって、信頼がかなりあるんです。 что у нас за последнее время отношения во многом 4島の帰属と улучшились. 平和条約の交渉なんですが、 А если говорить о переговорах относительно мирного договора в контексте 4 островов, お二人いらっしゃる間に、 вы когда вдвоем встречаетесь, するというような и пока вы находитесь на посту премьера и президента, 用意したキャップ вы стремитесь 先ほど加瀬さんもおっしゃった создать какое-то условие для 国民の絶大な решить проблему. Вы говорили, что раньше, что вы, 強い政権です。 да, имеете большую опору в российском обществе, но и в то же время вы стремитесь к тому, чтобы решить проблему. Как вы именно думаете? Конечно, мы стремимся, мы говорим это искренне, потому что мы заинтересованы в закрытии всех проблем прошлого в отношениях с Японией. Нам ничего не должно мешать двигаться вперед. Это входит в один из наших национальных приоритетов России. Мы этого хотим, мы в этом заинтересованы. Но ставить какие-то временные рамки, которые ограничены сроком моих полномочий, сроком полномочий господина премьер-министра, мне кажется, это было бы не профессионально, потому что мы должны говорить не о сроках нашего пребывания у власти, а о качестве возможных договоренностей. Это первое. Второе, я уже об этом сказал, да, доверие достаточно высокое и в России к действующему президенту, в Японии к премьер-министру, но я, например, для себя считаю, что я не имею права злоупотреблять этим доверием, я уже об этом говорил. Но, конечно, разумеется, каждый из нас хотел бы достигать каких-то крупных результатов в ходе своей профессиональной деятельности. И если получится у нас с господином премьер-министром, я знаю его позицию, что он хотел бы в рамках своих полномочий завершить этот процесс. Мне бы тоже очень хотелось добиваться не только на японском направлении, но и на других направлениях, во внутренней политике, в экономике, в международных делах, каких-то значимых, серьезных результатов для своей стороны. Я, разумеется, буду к этому стремиться. Получится или нет, я пока не знаю. Спасибо. Я хотел бы, чтобы вы честно сейчас ответили, простите. 安倍総理大臣自身をどのように評価されますか。タフネゴシエーターなんでしょうか、それとも良きパートナーとしての認識をお持ちなんでしょうか。 Вы его воспринимаете как хорошего партнера господина Абе? Как вы его рассматриваете? Как вы его цените? Как своего друга, как хорошего партнера? Мне представляется, что господин премьер-министр, во-первых, высокий профессионал. Это совершенно очевидно. Он, безусловно, очень любит свою страну. И видно, что он нацелен на защиту ее интересов. Очень прагматично подходит к этому. И в моем представлении он очень надежный, порядочный партнер, с которым можно договариваться о конкретных и очень серьезных вещах. Вот, основываясь на таком понимании, намерен строить отношения в будущем с господином премьер-министром, в том числе и по самым острым и ключевым вопросам нашего сотрудничества. Господин президент, хотел бы еще один вопрос задать о наших отношениях. Вот в России есть такая известная пословица, как я узнал: «Тише едешь, дальше будешь». Точно, exactly. Вот, дальше будешь. Это понятно, что такое. Это укрепление наших отношений, их развитие. А вот первая часть «тихо едешь» — это что для нас значит? Как нам это представлять себе?
если вы хотите понять смысл этой поговорки, то она призывает к тому, чтобы не спешить в принятии серьезных решений. Аккуратно, не спеша можно добиться наибольшего результата и лучшего качества. И это не пословица, направленная на какой-то саботаж в достижении цели. Это не направлено на то, чтобы делать вид, что кто-то стремится к цели. На самом деле этого делать не собирается. Нет. Это призыв к качественной работе без всякой спешки и суеты. わかりました。 Спасибо. 日露関係から Спасибо. 少し Теперь 視野を広げてですね、 хотелось бы пошире немножко отойти от российско-японских отношений, задать другие вопросы. Вот отношения с Соединенными Штатами. トランプさんが Сейчас вот будет новым президентом господин Трамп. 大統領ご自身は11月の14日に И вы 14 числа уже имели с ним беседу по телефону. Какое у вас впечатление от него? Как вы рассматриваете его? Я имел с ним беседу только по телефону, а господин Абе встречался с ним лично. Поэтому у него лучше спросить, какое впечатление избранный президент США произвел на премьер-министра Японии. Но хорошо известно, широко известно, что избранный президент Соединенных Штатов публично выступает за нормализацию российско-американских отношений. Мы не можем этого не поддерживать. Мы, разумеется, за это. И, как я уже говорил публично, мы готовы, понимаем, что это будет непростая задача, имея в виду ту степень деградации, в которой находятся сегодня российско-американские отношения. Но мы готовы пройти свою часть пути. 大統領は教書演説の中でもですね、 Вы в своем послании сказали, что вы готовы устанавливать отношения, развивать отношения сотрудничества с новым администрацией Соединенных Штатов. その意味でですね、 В этом смысле, в каких областях, в каких направлениях вы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами? В сфере международной безопасности, имея в виду, что Соединенные Штаты и Россия остаются крупнейшими ядерными державами. Мы вместе готовы бороться за укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств их доставки. Мы готовы вместе работать и гораздо более плотно, чем было до сих пор, над решением проблемы борьбы с терроризмом, международным терроризмом. И здесь, безусловно, у нас есть много возможностей. Если бы мы объединили свои усилия некоторое время назад, то тогда многих проблем, с которыми мир столкнулся сегодня, на мой взгляд, удалось бы избежать. И, во всяком случае, они не приобрели бы такого острого характера, как многочисленные террористические акты и жертвы этих террористических актов во многих регионах мира, в Европе, в тех же Соединенных Штатах, у нас. Не было бы и такой острой проблемы с беженцами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Затем, конечно, еще одна сфера деятельности – это экономическое взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами. Ну вот сейчас, допустим, уже известно, что мы провели крупную приватизационную сделку одной из наших крупнейших нефтегазовых компаний, компании «Роснефть», которая продала консорциуму, состоящему из суверенных фондов Катара и одной из крупнейших мировых трейдерских фирм «Глинкор», 19,5% своих акций. Мы знаем точно совершенно, что американские компании, так же как, впрочем, и японские, проявляют огромный интерес к сотрудничеству в нефтегазовом секторе России, к совместной работе. Это имеет огромное значение для мировых энергетических рынков и напрямую будет отражаться на всей мировой экономике. Мы считаем, что мы могли очень многое сделать
в работе по нейтрализации региональных конфликтов. И, допустим, продолжить совместную работу в космосе уже в мирных гражданских целях. Кстати говоря, и Япония тоже, как известно, достаточно активно работает в сфере пилотируемой космонавтики в рамках международного проекта МКС. У нас много других направлений, и уверен, что каждый из них представляет интерес как для народа Соединенных Штатов, так и для российского народа. Нужна только добрая воля, и нужно переходить к работе с учетом интересов друг друга. На мой взгляд, это обязательное условие. Насколько я себе представляю, избранный президент Соединенных Штатов как раз и готов к такой совместной работе. Ну, какова будет реальная практика, мы пока не знаем. Нужно дождаться его вступления официально в должность и формирования администрации. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что и за эти годы сложилось немало людей, которые скептически относятся, так скажем, осторожно к развитию российско-американских отношений. Но интересы глубинные, фундаментальные интересы Соединенных Штатов и России требуют нормализации наших отношений. Я сейчас вас послушал, а вот если сравнить с президентом Обамой, я чувствую, у вас большой настрой на то, чтобы с новым президентом развивать отношения. Вы не планируете в ближайшее время с ним непосредственно встретиться и обсуждать все эти вопросы? Вы знаете, у нас и с действующей администрацией были намерения также развивать отношения, но как-то они не очень сложились по ключевым направлениям. Но, на мой взгляд, не по нашей вине. Я сейчас не буду перечислять весь набор проблем, которые возникли за последние годы. Но вот прямо в ходе решения текущих вопросов. Ну, например, наши американские коллеги внесли предложение по сирийскому регулированию. А потом вдруг на площадке ООН заявили, что они не собираются с нами ни о чем разговаривать. Надо вообще понять, чего хотят люди в одном ведомстве Соединенных Штатов, в другом ведомстве, есть ли какая-то общая позиция. И так было неоднократно по очень многим направлениям нашего взаимодействия. Есть и фундаментальные вопросы, связанные с тем, о чем говорил действующий пока президент Обама. Я имею в виду его тезис об исключительности американской нации. Я скептически отношусь к этому тезису. Безусловно, Соединенные Штаты и американский народ — это великая страна и великий народ. Сомнений нет. Никто на этот счет не спорит. Но говорить об исключительности, мне кажется, это совершенно избыточно, и это создает определенные проблемы во взаимоотношениях. И не только с Россией, как мне представляется. Что касается избранного президента, у него свой взгляд на вещи, тоже вполне естественно. И надо сказать, что вот его стремление, его тезис о том, чтобы сделать США снова великой страной, мы еще должны понять, как он раскроет этот свой тезис. Но надеемся, что здесь не будет никаких проблем для развития нашего сотрудничества. Что касается встреч, то, мне кажется, нужно дать избранному президенту возможность хотя бы сначала сформировать администрацию, вступить в должность, а потом уже говорить о встречах. Мы готовы в любой момент. Здесь с нашей стороны нет никаких проблем. Но мне думается, что сейчас сложный этап формирования новой администрации. Нам нужно набраться терпения и подождать, пока это будет сделано. Вы сейчас упомянули о экономических санкциях. Естественно, в отношениях между США и Россией это важная тема. И у вас есть какие-то особые ожидания в этой связи со сменой администрации? Это
вопрос не только в отношениях между Россией и США. На мой взгляд, вообще любые ограничения в сфере экономики, продиктованные конъюнктурными политическими соображениями, крайне вредны для мировой экономики в целом. Это разрушает единство и правила игры. И вот совсем недавно мы в Лиме в рамках АТЭС говорили об этом. Практически все лидеры, представленные на этой площадке АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского региона, стран, расположенных по берегам Тихого океана, говорили об одном и том же, о том, что мы переживаем очень острый кризис мировой торговли, международной торговли, в том числе связанный с ограничениями на рынках отдельных стран. Но это в том числе и результат использования политических инструментов в конкурентной борьбе, либо просто для достижения политических целей с помощью экономических рестрикций. Это один из элементов, который нарушает мировой экономический порядок, сформированный когда-то в значительной степени самими Соединенными Штатами на заре создания Генеральный договор о тарифах и торговле, а затем преобразованный во Всемирную торговую организацию. Ну вот создание Тихоокеанского партнерства или создание Атлантического партнерства. Вот у нас возникают определенные тревоги по поводу того, что это делается в обход Всемирной торговой организации, поскольку в рамках этой организации не удается добиться компромиссов с развивающимися экономиками. Хорошо ли это? Думаю, не очень. Если будет такое сепарирование мировой экономики на замкнутые экономические блоки, то достаточно сложно будет добиваться единообразного понимания и применения международных правил экономической деятельности и мировой торговли. Поэтому мы-то выступаем за то, чтобы эти правила были универсальными. И если уж региональные объединения создаются, чтобы они действовали на базе норм Международной торговой организации и на базе ВТО, Всемирной торговой организации. Вот мы исходим из этого, ну а как будет складываться в ближайшее время, когда будет сформирована новая администрация, мы пока сказать не можем. В ближайшее время это покажет. Нам потихонечку заканчивать, а то мы с вами так до утра будем разговаривать. Хотя мне с вами приятно разговаривать, но до утра, наверное, на вас не стоит утомлять. はい、それではじゃあ最後にХорошо. もうちょっと、はい、ロシアのどう中国中国はいのお話をちょっと Вы немножко говорили о Китае. Я хотел бы вернуться к этой теме. Пожалуйста. 前おっしゃった中国との関係がかなり Вы говорите, что эти отношения находятся на очень высоком уровне и в экономическом плане, и в политическом. Так と оно い и うふう есть. に思います。であと12月1日の年次教書の中でもですね、関係のある国を挙げられて一番先に中国を挙げられて Вы вот в послании, когда упоминали страны, вы упомянули первым Китай, насколько я помню, потом Индия, потом Япония, потом уже США. 今大統領の考え То есть сейчас, очевидно, по вашему мнению, Китай действительно это главный партнер России. Мы правильно понимаем ситуацию? Это действительно так? Абсолютно так и есть, конечно. У нас ведь с Китаем самый большой торговый оборот. В страновом измерении, я уже говорил об этом, торговый оборот с Китаем самый большой в России. Первое. Второе, у нас очень крупные совместные проекты, которые мы осуществляем в сфере атомной энергетики, в логистике, в машиностроении, в торговле в целом. У нас в авиации хорошие проекты совместные, в вертолетостроении, в авиастроении. Мы думаем о возможности сотрудничества и сотрудничаем в космосе активно, в двустороннем плане. Есть хорошие здесь перспективы. Но и у нас уровень политического доверия очень большой. Мы очень часто у нас близкие позиции по основным международным проблемам, или даже, как дипломаты говорят, эти мнения совпадают.
мы занимаем достаточно часто общую позицию по ключевым вопросам современной повестки международной, современной международной повестки дня. У нас очень тесные гуманитарные контакты, молодежные обмены большие, образовательные, региональные контакты очень большие. И они все развиваются и развиваются. Мы расширяем и улучшаем инфраструктуру наших отношений. Ну вот вы наверняка слышали, что Китай намерен принять участие в строительстве скоростной железнодорожной ветки между Москвой и городом Казанью в Поволжье России, в центре России. А затем мы планируем дальше продвигать этот проект и в Казахстан, и дальше в Китай. У нас в области регионального сотрудничества там и дороги строятся, и мосты строятся, совсем недавно ввели строить. Объем регионального сотрудничества постоянно растет. Поэтому мы с полным основанием можем говорить, и я отмечаю это с большим удовлетворением, что с Китаем у нас сложились по-настоящему дружеские отношения. И в очень многих ключевых направлениях, без всякого преувеличения, стратегические отношения, которые носят стратегический характер. Как мы говорим, стратегический характер привилегированного партнерства. Хотелось бы вернуться к международной обстановке. Сейчас очень много популизма, и вы упомянули об этом тоже в своем выступлении. Хотелось бы ваши соображения на этот счет услышать. Ну, какие могут быть соображения? Популизм в политике всегда представляет из себя большую опасность, потому что дезориентирует людей, вселяет избыточные ожидания, либо наоборот настраивает на работу по достижению целей, которые, безусловно, не являются приоритетными, либо попросту недостижимыми. Это работа в холостую, либо во вред. Поэтому ничего хорошего в популизме нет. Если вы хотели услышать вот мое мнение по этому поводу, вот, пожалуй, оно такое. Это, как правило, делается, исходя из сиюминутной политической конъюнктуры теми, кто не задумывается о последствиях, кто не думает на шаг вперед, не хочет думать и не собирается исполнять своих обязательств. Хотел бы еще задать один вопрос по российской внутренней ситуации. В 2018 году предстоят президентские выборы. Сейчас вы пользуетесь огромной поддержкой среди россиян. Почему, как вы думаете, как вам удается достигать такой высокой поддержки? Мне интересен был бы ваш анализ, особенно то, что молодые люди вас поддерживают. Ну, наверное, нужно спросить у тех людей, которые оказывают мне такую поддержку. Думаю, что люди видят, что я работаю напряженно, открыто, честно и искренне стремлюсь к достижению тех результатов, которые нужны стране. Полагаю, что видят также и то, что не все удается сделать. У нас люди умные, наблюдательные, но полагаю, что главным является искреннее стремление к максимальному результату, к тому, чтобы страна чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше. Я действительно стараюсь работать именно так. И я очень благодарен гражданам России за такое отношение к моей работе, за поддержку, потому что без такой поддержки работать было бы невозможно. У вас есть кто-нибудь среди японцев, которого действительно уважаете?
Конечно, да, который повлиял на вас, господин Ямада, например. Дзигаро Кано, конечно. 今でも銅像がご自宅に У вас его есть бюст или есть его какой-то статуя? У меня и несколько портретов есть Дзигаро Кано, есть и бюст. Очень красивый. К сожалению, он у меня не здесь, а я бы вам показал, продемонстрировал. Он у меня дома, в резиденции, где я живу постоянно. Очень хорошая работа, очень высокого качества российского автора, на которой изображен не просто волевой, но думающий и добрый человек. 柔道は哲学だという Вы 言葉がговорили, да, уже, что дзюдо — это и философия. Я вижу, что это видно по вам. Это не по мне видно, это видно по дзюдо и по тем, кто его любит. わかりました。 Понятно. 最後の方になりますけれども、 Если можно, один вопрос. 改めてですね、今Последний, 今後 да. 訪問を間近 Вот に控えている в 中で、 преддверии визита в Японии, может быть, у вас будет какое-нибудь послание, какой-нибудь месседж 何かありましたら、 нашим гражданам? Если у вас есть какое-то слово, с которым вы хотите обратиться к японцам перед своим посещением, вы могли бы его нам сейчас сказать, пожалуйста? Знаете, что я хочу сказать? Что у нас, к сожалению, много нерешенных проблем. Но огромное количество людей в России знают Японию, любят Японию. И вне зависимости ни от чего. Я уверен, что мы когда-нибудь точно решим все наши проблемы. Но вне зависимости от того, когда это будет. Уже сегодня есть тяга миллионов, без всякого преувеличения, миллионов людей, живущих в России, и, мне думается, миллионов людей, живущих в Японии, тяга к познанию друг друга, к сотрудничеству друг с другом, к обмену полезной информацией и искреннее желание к разрешению всех проблем, которые до сих пор еще пока не решены. 国民の一人として、日本 Как один из граждан Японии, я очень желаю вам, чтобы ваш визит прошел успешным. И большое вам еще раз спасибо за то, что вы нашли время для нас в своем занятом графике. Мы надеемся, что визит будет очень полезен для двусторонних отношений. Спасибо.